Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп с 1 по 7 сентября. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Этот гороскоп подходит абсолютно всем. То есть вы можете смотреть его независимо от знака зодиака, асцендента и так далее. Ну что, ребят, поехали. Множество у нас событий на эту неделю. Первая неделя сентября. Первая неделя календарной осени. Какой она будет, естественно, все будет зависеть от нас, но планеты обещают подкинуть некий финт. Все это будет, конечно же, в такой быстрой гонке, но все же мы с этим всегда справлялись и в этот раз справимся, поэтому присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. И если смотреть, конечно же, на эту неделю, то уже сегодня вы чувствуете вот это движение вперед, некая гонка. Конечно же, у нас на сегодняшний день Луна в Стрельце, и 1 сентября у нас тоже будет Луна в Стрельце. Захочется нам такого праздника, захочется нам каких-то ярких своих передвижений, таких мощных. Но планеты решили все за нас, и у нас с 1 сентября тут очень много на самом-то деле аспектов, которые будут держаться всю неделю. Я, знаете, не могу поделить эту неделю на какие-то определенные части, когда будет проще, когда будет легче. Скажу так, что будние дни, они будут более активные, на движе, то есть с принятием решений. У кого-то это будут консультации, переговоры, у кого-то это будет гонка, у кого-то это будут конфликты, у кого-то это будет, наоборот, стабильное планомерное движение вперед, где все понятно, да. Ну и выходные, конец недели, там у нас больше эмоциональная часть, потому что, дорогие, естественно, у нас там с вами 7 сентября ждет полнолуние, полнолуние либо лунное затмение в рыбах. И суббота, и воскресенье будут днями очень эмоциональными. Так вот, до выходных Луна будет у нас идти по одним из сложных знаков. То есть понедельник это в Стрельце, такая активная, деятельная, яркая, творческая. Вторник, среда мы захотим перемалывать очень много дел, потому что Луна у нас будет в Козероге, то есть здесь стабильное движение, четкие планомерные действия. И если мы от этого уходим, мы, конечно, 3 у нас сентября, я календарь переверну, да, у нас Луна будет в квадратуре с Марсом. Это если вот о таких легких эмоциях. Про сложные моменты я сейчас, конечно же, еще буду рассказывать, и те статичные аспекты, которые стоят долго. Здесь, естественно, в среду постарайтесь не быть агрессивными, потому что если захочется сагрессировать, получится очень быстро. Луна в Козероге, в квадратуре с Марсом раздавит любого конкурента, раздавит любую вторую половинку. Выяснять отношения мы будем резко и кардинально, потому что Козерог – это кардинальный знак, как ни крути. Весы тоже кардинальный знак, да, но все-таки весы слабее, как ни крути. И здесь, конечно, если же мы включим мудрость, потому что на этот момент еще Луна у нас в 3 сентябре будет в оппозиции с Юпитером. Если мы свое эго, амбиции, которые не дают нам принимать зрелых и здравых решений, вот не угомоним, тогда можно натворить дел. Среда, будьте аккуратны, если ваши решения, они не приземленные, если они такие: ох, мне бы хотелось нечто такого эфемерного, ох, чего-то такого нестабильного. Вторник, среда должны быть стабильными, несмотря на то, что в среду будет трясти и вот вытаскивать на другие совершенно эмоции. Четверг, пятница. В четверг Луна в соединении с Плутоном. И здесь, конечно, очень мощная и важная история таких больших, мощных решений. Конечно, в пятницу мы будем их еще докручивать, да, но то самое движение вперед, про которое я говорила у как раз-таки гороскопов на сентябрь месяц, первая половина уже вышла, вторая половина, надеюсь, сегодня осилю, мои дорогие, да, то четверг – это тот день, когда нам нужно
прямо-таки очень мощно, ну, понять, кто мы, куда мы идем, на каких мощностях мы движемся вперед, что мы хотим вообще от этого сентября, что мы хотим от этой осени, от своей жизни, потому что в каких-то знаках сказала, у кого обязательно будут зависеть события сейчас и весной 26 года, у каких-то не сказала, да. Если говорить честно, то сентябрьский коридор затмений, вот это такая мощная там пасхалка, да, как говорят сейчас люди, знатоки в кинематографе, мощная пасхалка февральского коридора затмений. У нас с 17 февраля по 3 марта 26 года будет коридор затмений. И вот там-то уже будут совершенно другие решения. Но здесь в ближайшие полгода у нас будет очень благоприятное время для всех знаков зодиака, просто потому что мы уже вот эти нестабильные события примерно чувствуем, да, то есть мы уже год в них варимся, да, и если сейчас вот эти полгода мощно двигаться вперед, то тогда весна 2026 года будет совершенно другой. Так вот, 4 как раз-таки сентября у нас Луна становится в соединении с Плутоном, который держится в очень потрясающей конфигурации на заработок больших денег, на подъем, на становление бизнеса, на ощущение вот этой своей большой мощной стабильности, построение фундамента. Он связан с недвижимостью, он связан со своим творческим началом, раскрытием, да, с проявлением нечто новое. Вы давным-давно хотели раскрыть бизнес, двигаться вперед, вы хотели вообще стать другим человеком, да. Ну, то есть здесь Уран, если у вас есть вот эта нотка инженерного начала, строительства, да, сложные знания, в том числе математические, астрологические, да, то есть вы можете работать с большими группами людей, с большими коллективами, да. Как раз-таки 4 сентября потрясающий для этого день, ну и Луна в соединении с Плутоном. Дорогу осилит идущий, очень сложное соединение, морально давящее, но все, у кого напряженная Луна с Плутоном в натальной карте, это те люди, которые способны выдерживать большие нагрузки, очень сложные. Ну, бывают, конечно же, у них моменты, когда они легли, поплакали, встали и пошли дальше. Думаю, ну все, поплакали, а что дальше-то делать? А дальше все надо, понятно, что нету другого варианта. Все-таки же мы хотим идти туда, куда мы идем, да? Так вот, очень сильный аспект 4 сентября, Луна с Плутоном. Это аспект больших денег, больших бизнесов, хорошего заработка, но при этом нужно уметь общаться с сильными людьми, которые вам скажут, ну, ты на настоящий момент жизни ну, вообще не постарался, чего ты сидишь и ноешь. То есть нужно уметь принять вот такую правду, да, то есть если вы считаете, что вы ничего не, то есть сделали очень много, но результат не тот, который есть. Так вот, 4 сентября как раз-таки тот день, чтобы осознать на самом-то деле честную правду, которая неприятна. Нам со всех социальных сетей говорят, что все должны быть в легкости. Но что-то как-то эта легкость-то не приносит того самого стабильного комфорта, к которого мы идем, да, который мы считаем нам по праву нашей жизни, мы заслуживаем, да, то есть и с вложенными нашими усилиями. То есть нужно брать еще больше нагрузки. 4 сентября та самая очень сильная история. 5 сентября – это пятница. И здесь Луна будет у нас в оппозиции с Венерой. Луна в оппозиции с Венерой, и здесь начинает складываться квадратура у Венеры с Лилит. Очень важный такой момент, который будет нас всех касаться, любовных отношений в том числе, потому что и четверг, и пятницу Луна у нас будет в Водолее. Это знак такого большого масштабного мышления, да, то есть и движение, выходящее за рамки, то есть это масштабы человечества, да, то есть думать о себе в разрезе не просто своей жизни, в разрезе всего мира. И вот здесь, конечно же, в четверг мы порефлексируем на эту тему, в пятницу мы будем, конечно же, вот это в наш такой мир любовных отношений все заталкивать, нравится нам или не нравится все наши осознания, наша жизнь, наши любовные партнерские отношения. Но не дойдя до выходных, скажу, что вот и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница у нас на таких очень важных и мощных эмоциях уже начнутся. Да? У нас 1 сентября уходит в ретроградное движение. Он у нас идет уже с июля с Сатурна, но он уходит из Овна в Рыбы, понимаете? То есть он возвращается снова в Рыбы, это его последний такой финт на ближайший
30 лет, это оборот Сатурна, да, 29,5-30 лет. Все зависит, естественно, от времени, потому что планеты с каждым годом движутся, все-таки меняется скорость движения. И да, проживем мы еще с вами 30 лет. Такой очень, я сейчас вам глобальный вопрос на самом-то деле говорю. Мы очень часто думаем, что сейчас мы что-то не сделаем, да, а сколько у нас еще осталось лет? Вот сколько вам сейчас лет, вы меня смотрите, и каждый сам задает себе этот вопрос. Проживем ли мы следующий, встретим ли мы следующий вот этот оборот Сатурна, когда он будет точно так же из Овна возвращаться в Рыбы или наоборот, да? Сколько у нас вот это момент времени, когда мы будем активны, когда у нас будет, понятно, 20-летние меня не смотрят, нет у меня в статистике, ребята, людей 20-летних, понятно, если бы вам 20, и вы в 50, ну, скорее всего, тоже будете меня смотреть, если я буду еще вести эти гороскопы, буду ли я еще 30 лет жить. Здесь вопросик тоже со звездочками, да, у нас у каждого есть свои окошки, когда мы можем уйти, но от нас зависят определенные точки и моменты в гороскопах, когда мы можем приложить усилия и начать двигаться. И вот когда мы начинаем двигаться, наша жизнь начинает меняться, и события подстраиваются совершенно как нам хочется, если мы этого хотим. А если мы не хотим, то ничего случаться и не будет. И как раз-таки у нас Сатурн возвращается в Рыбы, и эта история опять вернуться назад, подумать, мы приобрели себе недвижимость, мы создали себе стабильную почву под ногами, мы сделали себе, построили фундамент, а у нас идет стабильный заработок для того, чтобы мы могли развиваться, внедрять свое хобби, любить, путешествовать. Да, вы мне скажете, любить, почему? Ну, потому что, когда у нас есть стабильность, фундамент, любовь проживается легче. Мы с вами не за бонусы в магазине покупаем продукты, когда у нас не закрыты наши базовые потребности, у нас нет продуктов в холодильнике, нам сложно, знаете, как-то всем любить, да? То есть здесь такое обвинение, а что, ты меня без денег любить не можешь? В смысле, я могу любить без денег, а жить я не могу без денег. Это вот такая история. И вопрос выживания, он важнее любви. Понимаете, я о чем я говорю? Потому что совершенно разные люди меня смотрят и совершенно разные вопросы задают. И это такой очень хороший вопрос в начале сентября таки подумать, открыть свою осень и зиму на ближайшие полгода для того, чтобы сделать прям очень множество тех самых полезных для себя действий. Это раз. Очень сильно активный период и конфликтных ситуаций будет складываться с началом сентября, с 1 числа, Марс в квадратуре с Юпитером. Мы либо нарабатываем свою репутацию, либо в конфликте со своими близкими, потому что Марс в весах, Юпитер в раке. Ругаемся с близкими, либо наоборот строим себе почву, фундамент, договариваемся, умеем находить компромиссы, не спорим, не ругаемся, потому что 1 сентября у нас распадается оппозиция Венеры с Плутоном, но Венера начинает в квадратуре сходиться с Лилит. И это история, когда наши страхи в любви, в отношениях с близкими начинают выходить на поверхность, и мы в прямом смысле начинаем закатывать там скандальчик, там не поняли, там удивились. И это история, которая может травмоопасно ложиться на нашу жизнь, да. Плюсом у нас с 1 сентября еще и Меркурий в квадратуре с Ураном. Сложный он из-за нашей невнимательности, может быть. Это будьте аккуратны на дорогах, может быть даже травмоопасным моментом. Будьте аккуратны в том, что вы подписываете, все, что вы делаете, проверяете знания. Здесь очень хорошо вкладывать знания, да, то есть заниматься нечто таким сложным, обучением. Это аспект вообще сложных знаний, да, то есть если вы ими владеете, разбираетесь там, инженерные штучки, с техникой можете спокойно работать, да, то здесь прекрасный момент, кстати, искать на эту историю работу, да, с понедельника по пятницу, прекрасный момент. Здесь, конечно же, очень хорошо получится коммуницировать, договариваться, да, ну, либо же обучаться. При этом все-таки будьте аккуратны в договорах и не конфликтуйте, потому что все-таки Марс в квадратуре с Юпитером тоже работает аспект конфликтный, когда мы из-за неудовлетворенности своей можем до людей докапываться. Что у нас еще из такого сложного, да, я скажу, пожалуй, что на будние дни, да, у нас вот такие мощнейшие истории с нами случатся, вообще будет казаться, что в будни нас немножечко вот так потрясет, да, и мы где-то будем себе
обдумывать, да, обдумывать мы начнем по части любовных отношений, по части своих каких-то умозаключений, нравится мне, не нравится, потому что Венера во Льве, нам будет казаться, что нас недооценивают, мягко говоря, но это будет все основано на наших страхах, переживаниях. И вся эта история, конечно же, переходит у нас на выходные. 6 сентября. 6 сентября у нас первая половина дня Луна еще в Водолее. Луна еще в Водолее, но вторая половина дня 6 она у нас перейдет в Рыбы. И хочу сказать, что 6 и 7, то есть 6 это день перед лунным затмением, да, то есть полнолуние у нас будет в Рыбах, и это уже пойдут такие очень эмоциональные дни, потому что у нас еще вечер пятницы и утро субботы. У нас Луна не просто в Водолее, она у нас в квадратуре с Лилит. То есть, ну, это, понимаете, всегда вот такая вот мощнейшая закономерность. У нас перед коридором затмений что-то-то идет с Лилит. То есть какие-то наши внутренние страхи, переживания. Но опять же, кто смотрел гороскоп на сентябрь, вы уже понимаете, да, что, еще раз повторюсь, это наши эмоции. И если мы будем сохранять приземленность, если мы будем сохранять адекватность, то этот коридор затмений, который начнется вот у нас сейчас с 7 сентября и продлится до 21-22 сентября, то есть 2 недели коридор затмений будет идти на убывающем лунном цикле. Сказать вам делать нечто новое я не могу, потому что это будет эмоциональный коридор затмений, который мы все должны зафиналить 21-22 на абсолютно приземленных решениях, то есть резво стоять на ногах, четко на почве. То есть здесь не нужно уходить ни в какие вот эти умозаключения, вот эти странные какие-то иллюзорные состояния. Не надо. Но в субботу и воскресенье уже на этой неделе, 6 и 7 сентября, все эти нотки нашего какого-то волнения мы будем чувствовать и говорить, что-то не так происходит, потому что, ну вот, у нас Солнце в оппозиции с Луной, да, то есть эта история, естественно, у нас перед этим еще Луна была в квадратуре с Ураном, да, то есть мы еще захотели со всеми поругаться и доказать, как они все неправы, а правы мы. Естественно, у нас полнолуние, оно будет кармичное, потому что на кармических узлах стоят. Раскрою секрет, что все коридоры затмений стоят на кармических узлах. Карма – результат наших прошлых действий. Ничего такого здесь мистического искать не надо, никуда ходить не надо. Просто мы понимаем, все, что мы там сделали, мы либо сейчас расхлебываем, либо если мы ничего не сделали, ну, нужно уже вот начинать. Скажу, что самый такой мощный, адекватный день на этой неделе – это, конечно, мощный по силе. Да, мощный по силе. Очень хороший вторник, очень хороший вторник. Он, Луна в Козероге. Можно сказать, какой-то вот он очень тяжеловатый. Можно мне Луну попроще. На этой неделе, ребята, Луны попроще не будет. Луна в Козероге для приземленных решений, не агрессивных. Если вам нужен стимул к движению, к развитию вперед, и вам не хватает вот такой силовой составляющей, тогда ждите среды. Там Луна у нас будет в квадратуре с Марсом, там можно и бегом начать заняться, и такими-то агрессивными видами спорта, чтобы подкачать свою внутреннюю силу. Получится очень даже неплохо. При этом Луна в Козероге все равно заземляет, но силы будет очень сильно много. Поэтому, знаете, если у вас какое-то очень выводящее вас из колеи мероприятие, его можно перенести на четверг. На 4 сентября Луна в соединении с Плутоном. Потрясающе, потрясающе. Можно как и на утро, так и на вторую половину дня. Первая половина дня Луна в Козероге, но в соединении с Плутоном. Вторая половина дня Луна уже в Водолее, но в соединении с Плутоном. Сильные сделки, переговоры, мощные, ну, то есть такие истории, все подъема. Очень хороший день для этого. Не бойтесь Плутона. Как говорится, не бойся, если не получится, бойся, если не попробуешь. Вот это очень хорошее для четверга день. В пятницу не боимся и не накручиваем себя перед коридором затмений. Ну, день как день. Коридор затмений, мы его столько раз проживали и еще проживем, все у нас будет прекрасно.
Ну, а, конечно же, суббота-воскресенье, эмоциональный такой день, хочется, расслабьтесь, сходите в спа, отдохните. При этом будьте аккуратны, потому что вот эта история Луна в рыбах. Здесь, конечно, подумайте о будущем, чего бы вам хотелось бы, но постарайтесь быть максимально приземленными, потому что на момент как раз-таки начала коридора затмений 7 сентября у нас Венера будет в точной квадратуре с Лилит, Марс еще будет в точной квадратуре с Юпитером, да. Ну и здесь, конечно же, Луна уже, вот если мы будем переключаться на следующую неделю, то 8 сентября, да, Луна уже будет стоять в соединении с Сатурном. Хороший день для того, чтобы начать то, что вы себе заметили. То есть начать заниматься спортом, аскезу какую-то взять, пообещать себе прямо четко это делать, сказать, ну все, я начинаю каждый день бегать. Или все, я так больше жить не могу, мне нужна стабильная, нормальная работа. Я сейчас буду заниматься в этой стезе, буду заниматься этой историей. И потом у нас Луна будет идти на следующей неделе. Это 10, 10 и 11 она у нас будет в Овне. То есть просто берем и делаем. Делаем не агрессивно. Вторник лучший день. Там Луна в Овне и без напряжений. Конечно, 10 этому и Луна в оппозиции с Марсом, в квадратуре с Юпитером. Ну, то есть противоречивые гораздо-таки в Овне чувства и эмоции. Ну что, дорогие, могу еще очень много забегать вперед. Если в целом вот так рассказать про первую неделю сентября, то она выглядит как встряска, да? Особенно первые 4 дня. Это неплохо. Это неплохо, это наоборот взбодриться, это наоборот понять, что мы способны гораздо на большее, чем мы себе позволяем, ставим себе какие-то рамки, ограничиваем себя. Нет, нужно идти вперед, нужно идти развиваться. Если в среду вы с кем-то поругались и очень сильно, нужно в четверг брать и исправлять ситуацию, подниматься. Есть вероятность в среду со всеми разругаться. Поэтому здесь не надо так. Просто поймите, что важная валюта в то время, куда мы идем, это люди. Даже не деньги, представляете? Деньги, они просто формируют стабильность нашего существования. То есть, если они у вас есть, конвертируйте их в базу, на которой вы можете развиваться еще дальше, еще больше, еще интереснее, быть уверенным в завтрашнем дне. То есть, как гарант безопасности. А лучшая валюта, куда мы идем, это люди, это связи, это близкие. Да, сейчас общество говорит о том, что семья, близкие люди, это так, ничего не надо, хочу жить один, одному кайфовее и все такое. Ну, до определенных моментов, да, все-таки, когда в жизни случаются какие-то такие сложности, и постарайтесь не накручивать себя в любовных отношениях, потому что коридор затмений мы будем заканчивать на аспекте Венера в квадратуре с Ураном, а это аспект, когда хочется сказать, так, все, я устал, я ухожу, мне это надоело, мне бы в закат, мне бы на вечеринку, вся ваша эта любовь. Аспект длится всего 5 дней, но последствия от него, как правило, мы все разруливаем гораздо дольше. Поэтому, дорогие мои любимые, я вас, надеюсь, на эту неделю настроила. Живите, двигайтесь вперед, не тормозите. Тормозит сейчас только ретроградный Сатурн, и то он медленно прокатывается по нашим уязвимым местам и заставляет нас стать стабильнее. Вот и все, мои дорогие, никакого пугательства. И да, если я забыла сказать про ретроградный Уран, 6 числа он уходит в ретроградное движение, но пока никаких аспектов он не делает. Ну, он только с Меркурием, да, а он уходит только в ретроградном движении, и его влияние мы все с вами почувствуем. Это как раз-таки вторая неделя коридора затмений. Венера в квадратуре с ретроградным Ураном. Понимаете? Вопросики, нерешенные вопросики в отношениях мы будем решать там в самом эмоциональном периоде этого месяца, можно сказать, и года. Но давайте вот там не будем вот это решать, да. Можно сейчас вот здесь календарь перевернуть, да, и снова 3 сентября. Вот такая история, дорогие мои. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях дата, время, место рождения. Ваш вопрос в режиме свободного времени. Я на них отвечу. По классике актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. И увидимся с вами в следующих видео и в следующем недельном гороскопе. Ну, увидимся. Пока-пока.